Всем оранжевым привет, остальным соболезную. С таких слов мы решили начать просмотр Зомби Чеза. Не знаю, почему именно так, но может быть потому, что оранжевый партнер с первой ссылкой внизу в комментариях, а может быть просто потому, что не знал еще как начать. Потому что всегда вот это вот это вот, ну я не такой. Я взрослый человек, уже пора серьезнее становиться. Да, и хватит тут эти шутки шутить, которые были в предыдущей серии Зомби Чеза. Ну как мне промолчать здесь? Вот, оранжевым партнерам, кстати, огромное спасибо, как и тем, кто переходит в первый закрепленный комментарий. В наш телеграм-канал, там же и розыгрыш найдете, да, и подписывайтесь, и оповещения о всех стримах, и там же найдете полезную информацию про... Да, да, все там, молодец, премия, да. Поехали. Так, смотрим Зомби Чез. Самые страшные видео в мире. На самом деле есть пару видосов в предыдущей подборке вообще непонятных. Да, новая подборка, 10-я серия. Мистика одна везде. Ужасы и мистика, да. Так что аккуратнее, поехали. Алло. Мужчина по имени Джордан и двое его детей наслаждались тихой ночью. Поздно вечером, Михаил когда Джордан дети засыпают на руках Джордана, он снимает видео, чтобы сохранить это приятное воспоминание. То, что происходит дальше, до ужаса вас напугает. Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the f*** Ты свет не хочешь включить? Джордан услышал жуткое рычание, и когда он смотрит на свой телефон, он замечает темный силуэт. Фигура без видимых черт стоит прямо за ним. Он вскакивает и осматривается, но никого нигде нет. Фигура просто исчезла. По сей день Джордан до сих пор понятия не имеет, кто или что это было в комнате с ним и его детьми. Лежа в кровати, вы начинаете слышать странные стуки. Посуда разбивается. Из пустоты, из темноты исходят жуткие шепоты или рычания. Виден темный призрачный силуэт. Хотели бы подобное испытать? В моей новой любимой хоррор-игре вы испытаете невероятный ужас. Я чуть не закончился здесь сейчас, да. Темноты вдруг откуда, говорит, не возьмись, появилось, что правильно, все как мы любим. Снимает на видео, как девочка играет со своими игрушками и рассказывает о своем. Какая-то кукла там криповая, нет? Все видео представляет собой не что иное, как миниатюрный видеоблог, поскольку все, что она делает, это рассказывает о своем дне и о том, что она планирует делать. Но есть что-то в этом видео, что глубоко встревожило семью девочки. It's weird. Okay, I'm just gonna show it to you. Just okay. Hey guys, today I'm going to show you my Запись шакальная. collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these things like this cameraman, these tiny little action figures, this big scary trailer. Что мне эти игрушки вообще доверия не внушают реально. And then we actually found these scary toilet shoes and they say scary toilet on them. And I'm gonna wear it to school tomorrow. And we went. Да хорош, ну давай не тяни, а не нагнетай. I got ice cream that day, and I'm having a lot of. Писка-то вон у них. Не верю. Все началось с невинного видео, которое перешло в что-то зловещее. Что-то привлекает ее внимание, но что бы это ни было, она сразу же парализуется от страха и, к счастью, убегает. Всего через несколько минут мы видим это. Темная фигура проходит. Ну это вот эти вот блогеры, вот эти с постановами, да, но все понятно, это мы все уже, все это видим, да, ага. Играет с игрушкой, известной как Саймон.
Внезапно беззаботная игра принимает ужасающий оборот. Стоит отметить, Чего? что у этой игрушки есть только одна функция. Сгенерируйте набор огней и звуков, чтобы игрок мог запомнить и выиграть. Это простая игра на развитие обычно. кратковременной памяти. Однако в этом На видео развитие? кажется, что игрушка выходит за рамки своего предназначения, а не генерирует шаблоны. Оно начало Ну, кстати, отвечать на прикольная тема. вопросы. Okay, I'll go. Okay, is my shirt black? Dude, this thing is possessed, man. This thing is possessed. That's good. No. Am I a girl? Oh! Okay, so it Dude, Видео было Странная снято во хрень время какая-то. домашней вечеринки, где группа друзей собирались в спальне маленькой сестры. Младшая сестра была вдали от дома. Им наскучила вечеринка на первом этаже, и они поднялись на второй этаж и начали дурачиться. Но они не знали, что оставаться в этом месте было ошибкой. Вот смотрите. dude, it was acting up earlier. You guys keep in here. И весь матрас, что ли, разрисованный? This thing is possessed, man. This thing is possessed. Не матрас, а этот, под All зелень. right, okay. Ask a question. Ask a question. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Is the sky blue? Dude, come ask a question. It's probably just like broken. Dude, Они yo, доиграются. ask it a question, dude. First of all, it's not even yours. It's kind of exhilarating. Dude. Yeah. Am I black? Oh my god. Oh. Я не буду смеяться. Почему в каждом ролике вот это вот начинается, вот это, а? И потом мне YouTube на меня ругается. Я не такой. Как уголь! Oh, it knows, dude. It knows. It Like stuck knows. on the green button or something. That's good. No. Am I a girl? Бесконечная игра, что ли? Oh! Okay, so it knows. Dude, it knows, dude. So this it thing's, knows. this thing's, it's like one of those Ouija boards, Yeah, dude. yeah, yeah, It knows. Тоска Уиджи, чего? Come on, guys. Have you guys not seen horror movies? Oh, dude, the picture, dude. The picture. Oh. She drew that. Yeah, dude. Dude, this will actually like tell. Okay. Are you with us in this room? It's not gonna work. Put like two fingers on it or something. Oh, dude! Oh my gosh, that's so creepy. That is so creepy, dude. Okay. Is Didn't this? find that thing. Я бы немного напрягся, Dude, если бы this is кто-нибудь on the floor, из детей нарисовал такой рисунок. man. I'm like actually kind of scared, dude. Like, what even is that? You should put that down. Like that. Or just Okay, okay. All right, well let's get real crazy. They come from outside. I'm about to leave. I'm leaving. Did you guys hear that from there? Outside. Oh, It came from right here. Yeah. You guys hear that? We're on the second floor. okay, all right. Okay. Все, говорит, давай. All right. Кто самым первым убежал, заметили? Испытывая страх, группа выбегает из комнаты, оставив все позади. Стук в окно их убедил, что действительно происходит что-то странное. По их мнению, снаружи на втором этаже быть никого не может, балкона нет. Если снаружи никого нет и не было, кто или что это было? Ну, Поздно такое. ночью мужчина снимает на камеру что-то, что его тревожит. Записывающий на видео известный как Джоса. И в эту ночь он присматривал за своей маленькой племянницей и племянником. Он заботился о них один.
когда его племянница начала указывать на что-то в темном коридоре. Джосса ничего сразу не заметил. Девочка продолжала туда указывать пальцем. Вроде бы там ничего не было, поэтому Джосса не был уверен в том, что видит племянница. Он начал нервничать, думая, а что если Я там бы тоже действительно начал что-то нервничать. прячется в темноте? Then this door is wide open over here, man. Но у меня есть только одна догадка, кто там может прятаться. She's like looking over there, like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing. See, there's someone over there. I'm freaking out. Who are you pointing at? Ну, криповая на самом деле тема. Who is he? How can we keep pointing? Where's he at? Is he over there? Will you read it to us, please? Who is he? I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again. Look. Племянница не перестает указывать на что-то пальцем в темноту. Еще страннее, что она показывает еще Очень на потолок, странно. предполагая, что оно высокое, до потолка. Смотрите, что будет дальше. Yeah, she said something though. Like it's crazy because like, oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. Ребят, My ну это nephew's совсем right маленький here. ребенок. Then it's her, and then she. Если keeps что, у него pointing. лагает видео. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly, you're not welcomed here. Leave. Wherever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the out of here, man. Когда ситуация становится напряженной, это происходит. Объект неожиданно падает на Джосса и его племянницу, как будто что-то из темноты в них бросило. Мужчина теряет дар речи и начинает словесно паниковать. Следующее видео было записано отцом, который клянется, что на его радионяне было запечатлено что-то необъяснимое. Слушайте, но есть вариант, что... Есть, наверное, вариант только один, то, что там кто-то стоял в темноте, может быть, там знакомый встал, еще кто-то. Первое, что в голову приходит. И типа девочка видела, что туда ушел этот знакомый, и туда стала показывать пальцем. Но... Ну, не знаю. Почему свет не включают, тоже странно. На этом месте я бы поспорил, потому что, по-моему, где-то мы смотрели, это не мексиканцы, а как их, которые прям, они верят во всю вот эту вот... Не, по-моему, мексиканцы. Они прям до жути этого всего боятся, там даже бандиты у них вот эти всякие картели, они прям боятся, там... Они, мне кажется, ничего вообще в жизни не боятся, как боятся вот всяких вот этих вот... Там как-то называется, я целую передачу смотрел, и типа кто-то там говорит, что к ним приходят вот эти души людей, которых они, ну вы поняли, да, и нужно просто не включая типа ничего свет, не потревожив, тем самым просто сказать, чтобы ушел и там типа уходит. И вроде как по виду он тоже какой-то такой, по-моему, мексиканцы, да. Короче, не знаю, это все такое очень спорное, очень все непонятное, и... Кто в мистику не верит, поверить в это сложно. Но, не знаю, очень спорно. Но бесспорно. Что? Что? Правильно. То, что можно подписаться на канал Бусти. Да, когда вот так вот, ребят, нагнетает. Первая ссылочка внизу в описании, да. И переходите на Бусти. И здесь море фильмов и хорошей, полезной информации разной. Да, сам не забыл. Из этого мы, как его, смотрели с тобой из архива, да, там с вас, да, отовсюду, короче, взяли кучу всего, да. Вот можно посмотреть, да, на досуге, пока едете в дороге, на учебе, на работе, так, на фон поставить, почему бы и не улыбнуться лишний раз. А мы продолжаем. 21:00. Он и его жена играли со своими детьми 100 рублей в в месяц. прятки. Но происходит что-то, что по сей день объяснить никто не может. Смотрите. Так, чик. Чик, 23-й год, ну чувствуется качество.
У меня сердце же сразу отлетело. Просто сразу. Прикол. А там никого. Привет. А мы, говорит, были внизу. Но это кладовка. Но это сердце все сразу просто оно... Добрый вечер, говорит. Вот это реалистично, да. Как минимум реалистично. Он думал, что жена или его дети прятались в шкафу, ждет, когда она выйдет, но внутри никого нет. Отец семейства в ужасе. Ну, Прямо страшно, перед страшно, ним реально. резко открывается дверь. Примерно в 15:00 мать хватает телефон, Криповый чтобы момент. записать что-то очень необычное, что только что произошло. Происшествие возле заднего входа. Я один заметил, что у зомби Чеза какие-то ролики стали в последнее время, ну, реально криповые. Они не так часто выходят, но по ходу дела он прям ищет эти всякие моменты. То есть есть такие, знаете, там, ну, такие, типа, понятно, что это шляпа, а есть прям по 2, по 3 момента, которые иногда хочется задуматься. То есть ты задумаешься, как это вообще возможно. И причем это уже не первый раз. Помните ролик, тоже не так давнишний, можете в разделе видео на канале посмотреть, про как его, мойщика полов-то в этом в школе. Ты понял? Вот, тоже такой себе момент. Дом. Я Она потом снимает видео, тоже надеясь, пересматривал что дома. это От произойдет нечего делать, снова. кстати. Но только на этот раз попадет на камеру. За несколько дней до съемок видео одна из собак разбила стекло на дверях, и собаку пришлось после этого усыпить, она была сильно ранена. В день записи этого видео происходит следующее. Can you move? Can you move? She's taking a video. It's coming back. Чего? Пес, что ли, назад пришел? Oh, it's got darker. Can you move? Wait, it moves spots. It's not in the middle. Не ушел. Me? Решил с ними остаться. Now it's disappearing. He's going to play with the dogs. Ну, тут могли игрушку к стеклу просто подносить, относить сзади. Какую-нибудь игрушечную собаку. It's coming back. Yeah. That's crazy. No, because when I'm looking at it, I can see a face. Похоже на то, да, что просто кто-то двигает игрушку. Присмотритесь внимательно. Но если это можно правда, различить то- четкие очертания собаки, которую несколько дней назад усыпили эта семья. Собака появляется из ниоткуда, стоит на месте, смотрит. Я вам скажу то, что я слышал огромное количество историй. Мы когда жили в Мурманской области, уезжали на машине где-то 2000 километров мы ехали. И слышал, ну, точно помню то, что это соседи, они, получается, снизу и, ну, по диагонали вот так вот жили на 6-м этаже. И вот они рассказывали, что кошка... Короче, в туалет останавливались, поняли? Ну, просто в туалет. И с кошкой тоже путешествовали. И мы также ездили всегда. У нас Сима кошка была. Вот такая, ну, обычная домашняя. Вот. И у них, короче, кошка эта убежала. По-моему, то ли 2 месяца, то ли еще сколько-то. Но они, ну, типа, приехали, поняли, что кошки нет. Ну, а как? Ну, куда как бы возвращаться? Все, типа... Ну, нету. Ну, где ты ее искать будешь? Там, допустим, остановились где-нибудь в Карелии. Ну, где там одни леса, болото. Ну, где ты там, куда ты поедешь? Вот. И кошка пришла, вся тощая, худая, пришла, короче, получается, то ли в частный дом, то ли еще куда-то. Но они из этого места несколько раз уже этим путем ездили. Кто-то говорит, кошки как-то по звездам понимают. Я эти истории, кстати, слышал очень часто. То, что они приходят
они приходят, и собаки приходят спустя долгое время, которых вот прям любишь. Ну, знаешь, типа вот, ну, как член семьи, если собака, она может прийти, она может вернуться. Вот. Но почему-то вот больше истории я слышал про кошки. Оставляли, по-моему, где-то за 500, за 600 километров. Ребята сами, то ли с Владимира, то ли откуда-то с той стороны, оставляли туда, за Тверью. Тоже у них кошку, ну там такая прям, она породистая, хорошая, причем вернулась. Вернулась каким-то макаром, у подъезда их ждала. Ну, спустя очень долгое время, но вернулась, как-то нашла. Правда или нет, не знаю. Сам не проверял. Знаю, что кошки прощаться уходят, когда вот из жизни они уходят. Вот такое я замечал у нас. Вот как раз с этой кошкой, она у нас почти 20 лет прожила. Она огромнейшее количество времени с нами пробыла. И она, короче, в огороде, ну, мы когда выходили, она с нами, то есть выходила и заходила вечером домой. То есть, ну, как она тоже там лазила, как прокурор все проверяла, там посидит, здесь посидит, то есть везде где-то рядом с нами. Такая она вроде как домашняя, но и при этом на улицу вот она вот так выходила, мы ее мыли, там чистили, все, не суть. И тоже она вышла, вот так же посидела, и она с места не сходила очень долго, то есть мы все в огороде были, они такие, ну, мы тоже это заметили, то, что как-то она странно себя ведет, и потом все, она ушла, и как бы в один конец, да, то есть они уходят, я это слышал, по крайней мере, неоднократно. Ну и видел, получается, да, своими глазами, к сожалению, вот. Ну, все кошки и собаки попадают в свой кошачий и собачий рай, я в это тоже верю. Так что, как бы грустно не было, но я уверен, что они нам несут радость всегда, какие-то, да, хорошие эмоции, я уверен, что они несут добро, и за это тоже как бы в конце своего же пути попадают в какое-то хорошее очень место. А после исчезает. Я на это надеюсь. И такое происходит с некоторой периодичностью. Питомец ждет, чтобы его впустили внутрь, но снаружи никого. Забыл опять лайк поставить. Вот ты такой же, не забывай. Помогает в продвижении канала. Работающий на заводе в Мексике, растерян, когда встречает нового сотрудника, о котором ему никто даже не говорил. На следующий день он жалуется коллеге на странный разговор с неизвестным. Когда они проверяют записи с камер наблюдения в здании, они были шокированы. На кадрах видно, что охранник ни с кем не ведет полноценный разговор. Он выдвигает стул рядом с собой и машет рукой. С кем бы он ни разговаривал, вы это видели? Темная фигура с руками и ногами, кажется, проходит мимо него, а затем исчезает. Он ему стул отодвигает. В городе Кагай на Филиппинах мотоциклист едет по печально известной оживленной дороге, где происходило много несчастных случаев со смертельным исходом. Он вот-вот испытает что-то действительно странное. Чего? Кто-то, кажется, выпрыгивает прямо перед мотоциклистом, но когда гонщик оглядывается назад, там никого нет. Откуда он взялся? Мотоциклист утверждает, что у пробегающего перед ним силуэта не было лица, только страх. Чего? Это как? Это как? Только странная темная. Вот это сейчас я вообще не понял. Пятно. Многие предполагают, что мотоциклист столкнулся с призраком человека, которого на этой дороге ранее сбили. Инспектор по недвижимости Мари проводила плановую проверку недавно освобожденного. Это очень странный момент. Он мгновенно обернулся, и замутить, ну, такую постанову, либо там, я не знаю, гений монтажа, но что-то очень странный момент. Как будто, да, он, вы знаете, как это, путешествует во времени, просто он как вообще из ниоткуда появился и также пропал. Так он сразу же обернулся. Там он прям проезжает, он на него посмотрел, все, он просто пропал с места. Освобожденного дома, когда фантомная память места, ну что-то слишком... столкнулась с леденящим кровь моментом, который заставил ее задуматься о том, что происходило ранее в этом доме. Смотрите.
И только эти по стенам везде висят. Кажется, что-то пролетает мимо. Это что? Ну-ка. Это что за внезапный врыв? А это монтаж. Смотри, покадрово. Раз, кадр. Нажимаю. 2, 3, 4, 5. 4 кадра он был на месте. Раз, два, 3, 4, 5. Легчайше, Алексей, это мне надо сыщик. А сыщика шляпу такую большую, вот. В общем, ребят, будьте счастливы. Смотрите страшилки, но ни во что это особо не верьте, да. А если что-то увидели, то, ну, не знаю, бегите, наверное. Ничего не делайте, короче. Давайте, удачи, увидимся в следующем ролике.